Всем привет, всем доброго времени суток. Наконец-то мы решили снять описание этого тюрбана на видео. Промо-ролик по нему набрал более 400 тысяч просмотров. Мы услышали ваши просьбы в комментариях и решили поделиться описанием и снять это видео, поэтому будем благодарны вашим лайкам. Сразу начну вязать, показывать процесс, только быстро говорю про пряжу, подробнее мы остановимся на ней уже чуть позже. Я уже сняла видео, покажу вам палитру цветов. Сейчас просто озвучу толщину нити. Рекомендую вам 100-125 метров в 100 грамм. Если вы возьмете 100 метров в 100 грамм, одного мотка вам, конечно, не хватит. А если 125 метров в 100 грамм, то вы, в принципе, можете уложиться и в один моточек. Здесь у меня 52 меринос и 48 микрофибра. Полушерсть, стопроцентная шерсть, полумеринос. Вот такую пряжу я вам рекомендую. По спицам вам понадобится диаметр спиц 5 миллиметров. Леска длина должна быть минимум 60 сантиметров, можно 80, можно 100. У меня будет одиновель. Вот, что еще? Сзади, кстати, часто спрашивали в комментариях показать, как выглядит тюрбан. Он выглядит вот так, здесь нет швов. Начинаем мы вот отсюда. И чтобы здесь не было такое сосредоточение большого количества петель, начнем мы с 21 петли, а потом будем увеличивать. Набираем петли. Итак, сейчас, секундочку. 21 петля. Как мы делаем первую петлю? Кстати, кончик нити я вам рекомендую положить на большой палец, а нить от клубка на указательный палец. Таким образом, расход кончика будет более выгодный. Итак, правой спицей мы заходим сзади и закручиваем саму спицу. Тем самым мы создаем первую петлю на спице. Далее скрестным способом, классическим таким, мы набираем петли. Так, 4, 5. Так, 16, 17, 21. Обязательно проверяйте. Далее мы разворачиваем наш набор петель. Кромочную снимаем, вяжем изнаночную и лицевую петлю, чередуем их. Первая у нас будет изнаночная и чередуем изнанки с лицевыми. В начале процесс очень интересный, постоянно каждый ряд вяжется по-новому. Вот это у нас был первый ряд, где мы провязали, можно сказать, резинку 1 на 1, чередовали лицевую и изнаночную. Во втором ряду мы вяжем таким образом. Видите, по краям у нас лицевые петли. Это наши будущие косички. Кромочную снимаем, правой спицей входим между петлями лицевой и изнаночной, заходим, хватаем нашу рабочую нить, вытягиваем ее. И только после этого заходим в лицевую и провязываем изнаночную. И снова заходим между петлями, вытягиваем нить, далее провязываем нашу лицевую и нашу изнаночную. Таким образом вяжем до конца ряда. Если появляются какие-то вопросы, я думаю, можно задавать их в комментарии, и я буду по возможности отвечать на них. Если, конечно, они будут возникать. В принципе, достаточно просто вяжется тюрбан, хотя так очень интересно и необычно. Вот. Но даже новички справлялись у нас с такой задачей. Итак, третий ряд. Вяжем по рисунку, вяжем 2 изнаночные, это наши как раз вот эти вот, наша косичка, и лицевая между ними. 2 изнаночные, лицевая.
Третий ряд. Начало вяжется, кстати, очень быстро, поэтому интересно, количество петель небольшое, вяжется не в круговую, как обычные шапки. Разворачиваемся, наш 4-й ряд, кромочную снимаем. Итак, теперь вместо одной лицевой петли у нас теперь их здесь 2. Мы будем их скрещивать. И интересно, не тихо говорю, меня слышно? Вот, посмотрите, мы сначала заходим во 2-ю петлю, вытягиваем вот такую нить. И после этого только заходим в 1-ю петлю. И только потом мы спускаем 2 эти провязанные петли. Далее изнаночная. Снова заходим во 2-ю петлю, вытягиваем нашу рабочую нить. В 1-ю лицевую спускаем 2 провязанные петли. Вяжем так до конца ряда. Между ними провязываем изнаночки. Так, это у нас 4-й ряд, да? В следующем ряду мы будем вязать по рисунку, будем повторять наш 3-й ряд, будем вязать 2 изнаночные и 1 лицевая. 2 изнанки — это наша коса, скрещенные лицевые с обратной стороны. Просто вяжем по рисунку. Косички у нас не меняются на протяжении всего процесса, потому что потом вы увидите, между косичками мы будем добирать петли, и количество петель будет между косами меняться, а косички не меняются. Всегда у нас заканчивается здесь вязание 2 изнанки и кромочная. Кромочная я провязываю лицевой, вы можете провязывать изнаночной, это по желанию. Далее здесь мы провязываем также по рисунку 6-й ряд, повторяем 4-й ряд, это 2 лицевые перекрещенно, и между ними 1 изнанка. Далее уже мы будем в 7-м ряду прибавлять петли. Петли будем прибавлять с изнаночной стороны, чтобы было проще, потому что прибавлять лицевые, которые у нас с этой стороны изнанки, прибавлять лицевые проще, чем прибавлять изнаночные петли. Поэтому мы решили, что это будет с изнаночной стороны. Так, сейчас я вам скажу, сколько у вас должно быть петель на спице, потому что набирали мы 21 петлю и потом количество петель прибавили. У вас должна быть 31 петля. Ой, как громко. Надо отрегулировать этот момент, не кидать спицу. Как видите, я разматываю, у меня тут собралось. Я не первый, это не первый дубль, потому что я набрала неправильное количество петель. Вместо 21 набрала 20, и что-то у меня теперь рабочая нить запуталась. Итак, ряд, где мы будем прибавлять наши петельки. Провязываем 2 изнаночные и прибавляем. Видите, тут какой обрыв из-за того, что мы делали скрещенные, не скрещенные лицевые, а перекрещивали эти лицевые. Поэтому нам лучше провязать вот эту самую лицевую, и здесь уже, видите, нет такого обрыва. Мы вот эту поперечную нить хватаем правой спицей сзади, таким вот образом, и левой спицей заходим
спереди, то есть вы представляете ее как петлю, заходим спереди и уже провязываете ее. Внизу тем самым образуется такой крестик, и получается у вас скрещенная лицевая. Снова провязываем 2 изнанки, 1 лицевую и снова прибавка. Снизу хватаем нашу поперечную нить, заходим левой спицей в эту петлю образовавшуюся и провязываем ее. Таким образом делаем прибавки до конца ряда. И у нас уже между косами будет по 2 изнаночные петли. Это с лицевой стороны. Так, ну что мне делать? У меня теперь тут что-то, трабл какой-то. Ну как мне быть? Придется останавливать видео, что ли? Не хотелось бы. На ютубе бывают такие моменты? Или там все ровно и гладко? О, кажется, я развязала. Так. Итак. Я тут уже забыла, что я делаю. Я провязываю и добавляю петли. Вы, наверное, уже до конца ряда довязали, не дождались меня. Сейчас я попытаюсь вас нагнать. Так. Отлично. Я уже, по-моему, сказала, да, что мы заканчиваем 2 изнанки, лицевая, и там уже ничего, девочки, не прибавляем. У нас заканчивается косичкой и кромочной. Вот по краям у нас косички. Мы прибавляем петли только между косами. Между кромочными и косами мы петли не прибавляем. Итак, здесь мы уже вяжем по рисунку. Рисунок у нас теперь составляет косичка и 2 изнанки. Прибавляем таким образом до 4 изнаночных между косами. Но если у вас голова больше, обхват головы больше, чем 56, больше, чем 57 сантиметров, то я рекомендую вам, наверное, не во всех, конечно, прибавить по 5. В каких-то вот здесь вот оставить, например, 4, 4, 4. И вот какую-то серединку здесь по 5 петель прибавить, по 5 изнаночных. Так будет правильно, потому что я делала больше петель между косами. Вообще это описание, оно модернизировалось много раз, менялось много раз. Этому описанию около 4 лет. И поэтому я думаю, что самый лучший вариант путем проб и, не буду говорить ошибок, путем проб, в общем, лучше не везде по 5 петель прибавлять, если у вас голова, обхват головы больше 57 сантиметров. Ну, вообще тюрбан хорошо тянется, поэтому не возникает никаких проблем. Далее снова прибавляем лицевую петлю, также поперечную нить хватаем и провязываем ее. Провязывайте между 2 лицевых. Можете либо с края, но опять же не в начале. Я прибавлю между, чего и вам советую. И давайте встретимся на этапе, когда вы прибавите по 4 петли между косами. И нужно будет связать по рисунку, получается, косички, 4 изнаночные, и провязать достаточно большой участок по прямой. Вот. И я вам, наверное, смонтирую сюда видео про пряжу, покажу палитру цветов. Я, по-моему, не прибавляю, да? Я забыла прибавлять. В общем, пора уже останавливать это видео. Здесь я не прибавила, потому что
Итак, я привела вязание к такому виду, что у меня косичка в виде двух лицевых и между ними по 4 изнаночные петли. Далее мы вяжем по рисунку, и примерно около 17 рядов мы вяжем по рисунку. Должно получиться от наборного ряда 16 сантиметров. Вот, если у вас получилось меньше, вяжем дальше. Если больше, то не страшно. Можно до 17 сантиметров. С изнаночной стороны ничего больше не прибавляем. Вяжем по рисунку. И далее мы будем убавлять те самые петли, которые мы прибавляли. Мы также должны будем оставить косичку, изнанку, одну косичку. То есть вот что мы вяжем. Вот мы прибавили, вот здесь мы вяжем по рисунку, далее здесь мы убавляем, и после этого мы будем вязать вот такую длинную полосу. Вот она и будет идти у нас, и далее вот здесь вот потайным образом будет соединяться. Вяжем по рисунку. И пряжа, которая отлично подходит под данное описание, это Merino Plus от Mondial. Такая палитра в наличии. Две полочки. Сейчас я вам покажу поближе. Это два разных бежевых оттенка. Один похолоднее, другой потеплее. Еще более теплый оттенок, такой camel уже. Также есть, видите, секционного окрашивания. Здесь у нас моточки идут по 100 грамм, 125 метров. Этого вам должно хватить на один тюрбан. Либо, если не хватит, то придется, конечно, докупить второй моточек. Вот, но мне всегда хватало, но я знаю многих девочек, которые не укладывались в один моточек. Вот вторая полка. Здесь уже, как видите, есть такие разноцветные секционного окрашивания. Зеленый изумрудный, он такой монотонный, однотонный, без таких вкраплений. И такой пудровый, тоже он одноцветный, глубокий, насыщенный, хороший цвет. Такие цвета в наличии. Также, я думаю, Merino 80 хорошо подойдет под данное описание, под рекомендованную пряжу. Но в данном случае вам понадобится однозначно два мотка, потому что Merino 80 это 80 метров, а для тюрбана нужно минимум 100-110. Вот такой у нас получается образец, как вы видите, объемный достаточно. Палитра цветов. Цвета очень красивые, мне так нравится вот этот серый, но его очень мало. Вот белый тюрбан получится просто изумительный. И по ценам Merino Plus 450 рублей. Такая палитра в наличии. И Merino 80 390 рублей. Тоже показываю палитру. Где вот эти полки. Будете у нас в студии. Заходите. Вот самого, получается, в самом конце эта пряжа представлена. Либо заказывайте у нас онлайн через сайт, либо через директ, Инстаграм Твое Хобби. Также, кстати, я рассматривала вот эту пряжу Сетос, тоже Mondial, но ее вязать нужно будет в 2 нити, чтобы попасть в плотность, потому что данные мотки, хотя они очень объемные, они идут весом 50 грамм, 110 метров, как раз те самые 110 метров. Если мы будем вязать в 2 нити, это будет 100 грамм, но метраж сохранится, естественно. Вот. В любом случае будет 110 метров, просто нить будет потолще. Такой образец. Здесь у нас по составу очень он шикарный. Здесь меринос, 70% лана Вирджиния, 25% бэби альпака, 5% полиамид. И очень мягкое в итоге полотно получается. Что еще? В общем-то, Suave Luxe нет, уже нет. Уже в 2 нити она не пройдет. Но вот это вот проходит еще.
Если вам очень нравится состав, вы хотите сделать тюрбан более натуральным, тогда обратите внимание на позицию сетоса. Это у нас полумеринос, и здесь 50 меринос, 50 акрил. По сетосу цена 490 рублей, понадобится 2 моточка. Забыла озвучить цену. В общем-то, это все. Продолжаем вязать наш тюрбан. Итак, мы провязали по рисунку 16 сантиметров. Далее мы будем сужать наше полотно. Нам нужно сузить до первоначального вида, а именно второй ряд, где у нас косичка, 2 лицевые, и между ними 1 изнаночная петля. Мы с изнаночной стороны будем делать убавки. Вот лицевые будем убавлять. Кромочную снимаем, изнанки. Лучше всего делать провязывать 2 петли вместе с наклоном вправо, так менее заметно. Поэтому я переверну петельки. Вот у нас 1 убавка, здесь уже, как видите, 3 лицевые вместо 4. Снова переворачиваем петельки, 2 петли вместе. И так провязываем до конца ряда. Но делать мы так будем не в каждом изнаночном ряду, а через изнаночный ряд, потому что будет слишком резкое убавление полотна. И когда это слишком резко, вот здесь вот оно немножко топорщится и получается не очень красиво и не очень аккуратно. Так более плавно. Косички все на своих местах ровно и аккуратно идут, друг на друга не налезая. Примерно мы вяжем вот эти убавки в 33 ряду. Возможно, у вас это будет либо 35, либо 31. Кто-то вяжет плотнее, кто-то более расслабленно. Поэтому количество рядов у нас может отличаться. Это не страшно. Таким образом вяжем по рисунку. Это у нас 33 ряд. У нас по итогу останется на спице 49 петель. И следующие ряды, это у нас получается 34, 35 и 36 ряд, мы вяжем просто по рисунку. И уже в 37 ряду мы будем делать снова убавку. Вяжем так 1, 2, 3 ряда по рисунку. И с изнаночной стороны встретимся, я покажу еще убавку. Итак, 37 ряд я уже начала вязать. Вот как видите, здесь была убавка. Вот они, ряды по рисунку, которые были связаны. Вяжем кромочные, 2 изнанки, провязываем 1 лицевую и после этого делаем убавку. Так вяжем до конца ряда. Также не рекомендую вам делать убавку сразу после косички, так же как мы делали с прибавками. Лучше после сделать. И снова нам нужно будет провязать по рисунку 38-40 ряды, это получается 38, 39, 40, и на 41 ряд мы закончим, сделаем последние наши убавочки. У нас тогда останется 31 петля. И давайте я к этому моменту еще раз подключусь и покажу. Нам нужно будет там закрыть петли. Вот. Итак, 41 ряд. Здесь у нас 2 изнанки и убавка. Я уже половину провязала. Убавка, 2 изнанки, 2 петли вместе. Наклон, в общем-то, если вам удобно сделать в левую сторону, можете в левую, если в правую, то в правую.
Здесь это не критично. Вяжем таким образом до конца ряда, потому что убавки с лицевой стороны смотрятся изнаночными. Вот, поэтому здесь это не так важно. Далее мы вяжем ряд по рисунку. Это у нас 42 ряд. Вот мы и привели наше вязание к второму ряду, где мы вяжем 2 лицевые в виде косы, и между ними у нас 1 изнанка. Сейчас покажу, что у нас получилось. Вы когда вяжете косу, вот первую вытягиваете, а вторую вообще старайтесь не вытягивать. Вот только провязали и уже спускаете ее, чтобы у вас косичка, бывает, я видела, мы проводили много мастер-классов, косичка прям вот так вот в бок как-то заваливается, а если вы вторую будете провязывать, как я показала, достаточно туго, то она будет больше у вас вот в эту сторону так смотреть аккуратно. Вот. Тюрбан вяжется очень быстро. У нас девочки даже за один мастер-класс офлайн, получается, в студии вязали себе тюрбан от начала и до конца. Девочки-мастерицы молодцы. Все. Вот как выглядит наше вязание. Вот видите, с чего мы начали, к этому мы и пришли. Вот так. Сейчас у нас будет изнаночный ряд, 43, где нам нужно будет закрыть 14 петель. Мы берем крючок, размер примерно, я как-то схватила, 4-5 схватила. Вот, я думаю, не критично. Примерно 5 миллиметров. Пятерка. Итак, мы снимаем, провязываем по рисунку и закрываем петли. Крючок будем использовать как правую спицу, провязываем изнанку, пропускаем через петлю на крючке. Петля на крючке у нас была кромочная. Ой, извините, секундочку. Снова провязываем изнаночную, пропускаем через петлю на спице. Лицевая, пропускаем, провязываем изнанку через петлю на крючке, изнанку через петлю на крючке. Как вы видели, лицевую можно просто снять и пропустить рабочую нить через 2 петельки. Таким образом нам нужно закрыть 14 петель, я не считала уже. Но я знаю, что нам нужно закрыть ровно половину косичек. Сейчас посчитаем. Нам нужно оставить 5 кос, а 5 кос закрыть. И оставить вот эту лицевую в виде кромочной. Давайте посмотрим, сколько косичек мы закрыли. 1, 2, 3, 4. Закрываем еще эту косичку и оставляем кромочную. Вот она, наша кромочная. И далее мы вяжем оставшиеся наши петли. Так. Вяжем длинную достаточно полоску, длиной 50 сантиметров. И далее потом примерим. Возможно, кому-то нужно будет длиннее, чем 50 сантиметров связать. Буквально на, я думаю, 5, ну 5 это даже много, буквально на 4 сантиметра. Потому что если вы сделаете вот эту полосу очень длинной, то у вас, видите, она не будет так сужаться и будет вот такая вот, ну как-то она не будет держаться на голове, будет растянутая. Со временем в любом случае шапки они и растягиваются, хотя видите, она как пружинит, как резинка такая.
Вот, я не думаю, что нужно ее сильно длинной вязать. Вот. Ну что, вяжем по рисунку. С лицевой стороны мы делаем перекрещивание этих лицевых петель в виде косички. Изнаночные между ними провязываем, а со стороны изнаночной мы вяжем 2 изнанки и 1 лицевую между ними. Вяжется эта полоска достаточно быстро, поэтому там уже просто нам нужно будет соединить, и тюрбан, можно сказать, готов. И с изнаночной стороны. Вяжем не рыхло, но и не сильно туго. Вяжем так же, как мы и вязали в полотне. Это первые ряды, возможно, у вас будет не такая натянутая нить. Видите, у меня уже более сплотнилось, вязание уплотнилось, и петли уже ближе к друг другу. Уже проще контролировать натяжение нити. Ну что, вяжем длину 50 сантиметров и возвращаемся. Так вот у нас выглядит наше вязание. Итак, мы связали полоску нужной нам длины. Теперь мы будем соединять петли. Здесь открытые петли, здесь закрытые, и будем соединять с помощью шивной иглы. Как нам развернуть это таким образом? Давайте лучше покажу вам с изнаночной стороны, чтобы было наглядно и понятно. Мы полосу обкручиваем вокруг этого полотна таким вот образом, и наши открытые петли пропускаем под полосой. Далее, наверное, логичнее вот так вот сделать, чтобы вам было наглядно видно. Берем шивную иглу. Я возьму, которая потолще, потому что нить достаточно объемная. Нити шивные иглы очень нравятся, потому что они прям полностью выглядят как спицы. Ощущение того, что ты не сшиваешь, не шьешь, а все-таки продолжаешь вязать. В ушко вдеваем нашу рабочую нить. Мы остановились, получается, провязали с изнаночной стороны, и вот у нас осталась лицевая сторона. Итак, я, наверное, разверну, чтобы мне было удобнее, чтобы у меня начало было справа. Итак, кромочную соединяем с кромочной. Заходим с иглой в петлю. Далее хватаем обе стенки кромочной петли таким вот образом. Пропускаем нашу рабочую нить и обратно возвращаемся к кромочной на спице и заходим в нее. Таким образом мы шили первую кромочную петлю. Далее мы будем имитировать, я уже сказала, лицевой ряд. Для этого мы будем придерживаться нашего рисунка. Сначала мы будем заходить во вторую петлю, заходим в нее сзади, таким вот образом, пропускаем рабочую нить, и далее мы идем уже к первой петле, к второй не будем, к первой, и также хватаем за обе стенки петли. Вот. Пропускаем нашу рабочую нить.
Возвращаемся во вторую петлю и заходим в нее уже спереди. Вот мы создали, видите, такую вытянутую петлю, как и до этого вязали. Далее снова сзади заходим уже в первую петлю. Пропускаем нашу рабочую нить и хватаем за обе стенки вторую петлю на полотне. То есть на полотне мы идем по порядку, в общем. Далее снова нам нужно вернуться к петлям на спице и зайти в нее уже спереди. Все, мы сшили 2 петли от косы и спускаем обе эти стенки. Первую косичку мы сшили, далее сейчас будем сшивать изнанку. Как мы сшиваем изнанку? Мы заходим в нее спереди. Если в лицевые, это все-таки у нас лицевые петли, мы в них заходили сзади, то в изнаночную петлю мы будем заходить спереди. Петлю мы представляем в виде арки и заходим в нее спереди. Далее на полотне, как вы видите, вот она изнаночная и 2 вот такие вот петельки по бокам от нее. Мы заходим в первую снизу вверх, а во вторую зайдем сверху вниз. Вот так вот. И снова возвращаемся к петельке, которая на спице. Там только что отлетела у меня. Вот. И заходим уже в нее сзади, так как спереди мы уже заходили. Тем самым мы имитируем изнаночную петлю. Далее снова заходим сзади во вторую петлю. Хватаем петлю за обе стенки в полотне. И возвращаемся во вторую петельку и заходим в нее уже спереди. Вначале заходим сзади, как я уже говорила. Обхватываем петельку на полотне и заходим уже спереди. Все, обе стенки петли можно опускать. Точнее, 2 стенки разных петель. Давайте быстренько еще раз провяжу изнанку и посмотрим, что у нас получается. Заходим спереди, так, снизу вверх, сверху вниз, обратно в изнанку уже сзади. Итак, вот такой незаметный шов у нас получается. Вот видите? Вяжем его до конца, никто даже не поймет, вы даже, мне кажется, не видите, где именно, какой именно ряд является швом. Вот видите, вот он шов. Мы просто прячем шов вот этим узором. Думаю, дальше подробно рассказывать не нужно. Дальше вы просто вяжете, точнее соединяете до конца. Если у вас нет сшивной иглы, то можно воспользоваться, конечно, крючком и делать все то же самое. Главное следить за тем, как вы входите в петлю, как вы из нее выходите. Вот. Но иглой, конечно, в разы это проще. Вот такая шивная игла Адди. Также у Knit Pro есть такие шивные иглы с петельками на концах, но у них петельки
менее такие стойкие, у меня было так, что петелька выходила. Ну, можно это, в принципе, склеить. Вот. Ну, либо все-таки взять Адди. Так, мы заходим далее сзади. Все, у нас осталась последняя косичка. И я вам потом покажу, что у нас получилось. И кромочной в кромочную входим. Также соединяем ее вот здесь вот с серединочкой. Вот. И обратно заходим в петлю, из которой вышли из кромочной. Вот вы видите, вот откуда она выходит, да, наша рабочая нитка. И туда же ее обратно направляем. Делаем узелок. Вот он получился шов. Сейчас я сделаю узелок, спрячу сразу нить, пока она у меня заправлена в иголку. Иголки еще удобны тем, что можно легко так спрятать кончики, потому что крючком это делать менее приятно. Вот видите, как я быстро продела через стенку петли с изнаночной стороны. Продела. Нет у меня ножниц здесь. Так, пока спущу, отрежу потом. Ну вот, можете наблюдать наш шов. Едва заметный. И то потому, что я делала стоя и торопилась. Итак, теперь шов у нас в любом случае закроется. Вот так вот. Далее мы будем соединять вот эту образовавшуюся петельку с нашей макушкой. Но перед этим вот предлагаю вот это место подсобрать. Мы берем наш кончик нити, который остался от набора петель. Также продеваем вшивную иглу и стягиваем наш наборный край. Проденем нить через все эти петельки. Не через все, через определенное количество. Продеваем, затягиваем. Не очень сильно, не так, чтобы вот так вот прямо в ноль. Вот так вот оставляем, чтобы можно было соединить в этих местах. И также делаем узелок и прячем кончик нитки. Кстати, кончик нитки можно не прятать. Кончик нити нам понадобится для того, чтобы сформировать. Сейчас, секундочку. Вот так примерно, да. Этого достаточно. Сейчас я сделаю 2 узла. Этот кончик нити нам может пригодиться в момент прикрепить временно 2 полотна и примерить на голове. Итак, сейчас я поверну камеру фронтально к себе, примерю и покажу, как мы дальше должны будем соединять наш тюрбан. Итак, снова всем привет. Теперь я покажу, как мы будем сшивать тюрбан. Надеваем его, как он есть, пока временно. Вот так его натягиваем. Смотрим везде, чтобы было ровно. И где-то у нас был кончик нити. Сейчас, секундочку. Вот у нас здесь есть кончик нити. Мы его продеваем, берем крючок. Так, примерно его продеваем. Вот.
И не то чтобы завязываем, ну просто чтобы когда мы сняли, мы понимали, где у нас сзади вот эта вот полоска соединяется с основной частью. Так я примерно привязала. Далее это то, что у меня осталось. 2 ниточки. Можно крючком, также можно сшивной иглой. Нам важно определить, где оно будет соединяться, для того, чтобы у нас не было перекоса. Про перекосы вы поймете, если вы буквально чуть-чуть сошьете, вот, например, вот это вот так вот, да, то у вас тюрбан на ровной горизонтальной поверхности, он уже не ляжет. Итак, ну, вот здесь вот прям сильно глубоко, вот тут вот сшивать не нужно. Вот вы, главное, его оденьте так, чтобы вам было комфортно, как вы его будете носить. Вот здесь вот как он будет, да? Примерно представили. Все, и также вот эти 2 полотна по кромочным соедините. Даже можно вот просто вот так вот оставить, чтобы вы понимали, откуда начинать соединять. И вот здесь то же самое. Сейчас я еще раз посмотрю. Отсюда, к примеру. Вот так и смотрю, если здесь соединится, вот так пойдет, то, в общем-то, вот он прекрасно ложится. Все, нам осталось просто соединить шивной иглой 2 полотна. Итак, я сняла тюрбан, ничего не делала пока. Сейчас, видите, я тут продела, не заметила, через одну стенку петли кромочной. Надо будет через 2 все-таки. Я вот обратный кончик возьму этой нитки и сейчас продену по нужным, отмеченным ранее петелькам. Вот, чтобы за обе стенки. Все аккуратненько. И прям завязываем обычным узлом. И с обратной стороны то же самое проверяем. Тут тоже такая же ситуация. Поэтому можно иглой вот так вот, чтобы не потерять это место, за обе стенки. И уже продеть так вот нитку. Так, все, завязали. И еще одна у нас завязочка была вот здесь вот, да. Пусть будет как дежурная. И вам нужно, вы понимаете, что вот этот участок, да, соединить вот с этим. Как вы видите, вот это полотно, оно больше, чем это, но это у нас на растяжение, и анатомически так удобнее. Вот. Голова в этом месте просто она шире, потом сужается, поэтому здесь будем соединять не прям кромочную в кромочную, а иногда в эту же кромочную новую от этого полотна, то есть 2 кромочные в одну будут попадать. Вот. Можно сшивать с лицевой стороны, можно сшивать с изнаночной стороны, это уже как вам удобно. Вот, давайте, к примеру, с изнаночной стороны, да. Итак, вот этот участок, который маленький, это где больше петель. Мы заходим сюда, сюда, сшиваем, как вам удобно. И вот теперь мы заходим в новую кромочную и заходим в эту же кромочную, в которую заходили, не в новую, чтобы у нас не осталось здесь полотно. Так. И повторяем, снова заходим и в предыдущую соединяем.
Можете даже, кстати, посчитать количество кромочных и сколько раз вам нужно так сделать. Я так что-то ни разу, конечно, не делала. Вот видите, у нас буквально уже сошлось. Все, пока узел не делаем. Вот так вот у нас соединилось, видите, а вот здесь было 5 косичек, и 6-я к ней присоединилась. Это мы потом шивной иглой спрячем. Далее теперь, вот уже у нас, вы видите, вырисовывается. Теперь с этой стороны то же самое проделываем. Так, где наш кончик? Угу. Вначале я рекомендую вам петля в петлю, так чтобы у вас рядом прям с лицом не было никаких заметных моментов. Так, а вот сейчас уже можно в ту же петлю. Давайте еще раз в ту же петлю. Сильно, кстати, не стягивайте, чтобы вам было комфортно. Так, у нас тут осталось совсем чуть-чуть. И вот здесь уже нужно аккуратненько, возможно, даже с лицевой стороны. Вот края мы тут шили, вот он, видите, так аккуратненько сужается. И здесь либо тем кончиком, либо тем, которым мы соединяли. Кстати, я, видите, неаккуратно опять зашла прямо в косичку. Лучше по-правильному, чтобы не портить рисунок. Итак. Так, ладно, давайте так соединим. Тоже, наверное, туда же пойдет. Шить я, конечно, не мастер, но тут, я думаю, не так сложно. Ну вот, в общем, как смогла. И сейчас с изнаночной стороны еще раз пройдусь. У нас тут, видите, есть еще один кончик. Чтобы у нас не было никаких дырочек с лицевой стороны, вы, наверное, видели, что здесь тут маленькая дырочка была. Я обратила внимание. Вот видите, такие места скрываем. Потом можно их между собой, эти кончики, завязать и спрятать просто. Все аккуратненько
Можно прям в шов. Одну в одну сторону, другую совершенно в другую, и третью можно вниз спустить. Так. Срезаем все кончики. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Еще два кончика не спрятали. Давайте уж до конца все-таки сделаем, так чтобы точно аккуратненько. Кончик у меня остался маленький, обратили внимание. Лучше побольше, конечно, оставить, чтобы он потом не вылезал. Можно его в конце прям даже вот здесь вот привязать, чтобы он не беспокоил нас. Ну все. Кажется, отстрелялись. Ровно из моточка Мерина плюс от Мондиал 120 метров 100 грамм у нас получился ровно один тюрбан на одну голову. Вот так вот аккуратно, не видно шва. Ну вот он, видите? Его спрятали. Здесь шва нет, этот шов спрятали. В общем, очень аккуратный тюрбан, красиво смотрится с локонами. Ну и сейчас, наверное, примерю, что ли, чтобы показать вам его. Ну что, рукодельница красавица, получился у нас вот такой тюрбан. Ну и что, давайте примерять. Все-таки в конце, да, дырочку пропустила все-таки одну. Ничего, сейчас мы ее спрячем, эту дырочку. Очень красиво тюрбан смотрится с яркой помадой. Многие одевают брошку. Сейчас я, наверное, немножко нелепо смотрюсь в свитере и с тюрбаном. Вот так он выглядит, особенно девочки-красавицы, у кого длинные волосы. Когда делают локоны с шубой, с пальто, смотрится очень аккуратно. Можно чуть повыше вот так вот одеть и вот так носить. Ну что, девчонки, связали вы тюрбан? Напишите в комментариях, получилось у вас связать его с одного моточка.